Последние пару недель весь мир наблюдал за событиями на границе Беларуси. Миграционный кризис, организованный Лукашенко, заставил Евросоюз принимать срочные меры по остановке потока иммигрантов. Литва и Латвия призвали агентство Frontex помочь защитить свои границы. Польша пригрозила закрыть и вовсе всю свою границу и прекратить железнотранспортное сообщение с Беларусью. Лукашенко угрожает перекрыть природный газ в Европу, а Путин призывает Лукашенко начать диалог с оппозицией. Что вообще происходит и чьи угрозы нанесут наибольший экономический ущерб? Об этом я расскажу вам в сегодняшнем выпуске. Ситуация на польской границе обострилась, когда 8 ноября тысячи мигрантов разбили палаточный лагерь вдоль приграничной линии, после чего несколько раз совершили силовые попытки попасть на территорию Польши, разломав металлическое ограждение и забросав польских пограничников камнями. 16 ноября тысячи мигрантов пытались штурмовать границу Польши в пункте пропуска Брузги, после чего Польша пригрозила закрыть всю свою границу с Беларусью, в случае, если Лукашенко не уведет мигрантов от границы. Лукашенко в ответ на это на совещании министров с руководством пригрозил перекрыть природный газ в Европу. Так чьи же угрозы реальны? Сколько денег потеряет Беларусь из-за закрытия границы? И действительно ли Лукашенко может перекрыть газ? Для начала давайте разберемся, что нам дает открытая граница с Польшей. Через границу Беларуси с Польшей проходит почти весь белорусский экспорт в ЕС. Мы также импортируем много товаров из ЕС через польскую границу и из самой Польши. А еще Беларусь зарабатывает на транзите благодаря открытой границе с Польшей, так как именно через эту границу проходит один из основных трансевропейских автомобильных транспортных коридоров – Берлин, Варшава, Брест, Минск, Смоленск, Москва, Нижний Новгород, а также аналогичный железнодорожный транспортный коридор. Польша уже закрыла пункт пропуска Брузги, но если закроют всю границу, Польша лишит Беларусь доходов от транзита. В этом году именно экспорт принес миллиарды доходов нашему бюджету. Но сальдо торговли товарами имеет отрицательное значение. А вот зарабатываем мы именно на экспорте услуг. Мы экспортируем разные услуги, но самые доходные – это IT-услуги и транспортные. В прошлом году мы экспортировали только в ЕС услуг на 3,7 миллиарда долларов, из которых почти 2,3 миллиарда – это экспорт транспортных услуг и почти 800 миллионов долларов – это экспорт IT. Услуги железнодорожного транспорта в ЕС принесли нашей стране почти 600 миллионов долларов, автомобильного транспорта более миллиарда и более полумиллиарда трубопроводный транспорт. Учитывая, что экспорт в ЕС в этом году увеличился на 20%, мы можем посчитать приблизительную сумму потерь только на экспорте транспортных услуг. Прекращение железнодорожного сообщения и закрытие автомобильной границы с Польшей принесет порядка 1,2 миллиардов долларов убытков. Учитывая потери за транзит газа, общая сумма убытков может превысить 1,5 миллиарда долларов. Сколько точно наша страна зарабатывает на транзите по газопроводу, мы не знаем. Правительство не публикует эти данные. Но ясно одно, что угрозы Лукашенко перекрыть трубу просто нелепы, так как эта труба даже не принадлежит Беларуси. Все газопроводы в нашей стране принадлежат России. Ежегодно через газопровод Ямал-Европа, который как раз проходит через белорусско-польскую границу, можно прокачивать до 33 миллиардов кубометров российского газа. Но для «Газпрома» это не единственный путь доставки российского газа на европейский рынок. В этом направлении работает магистраль «Северный поток» мощностью 55 миллиардов кубометров в год, а также украинская ГТС, транзит которой за 2019 год составил более 90 миллиардов кубометров в год. В прошлом году поставки газа через Ямал-Европа значительно снизились, а в мае и вовсе газопровод был остановлен на один день. В этом году такие случаи повторились в конце октября, а в этом месяце наблюдалось снижение поставок на 40%. И хотя Россия увеличила поставки газа в Европу, газ, по всей видимости, преимущественно идет через Северный поток и Украину. А с вводом в эксплуатацию Северного потока-2 Беларусь может и вовсе потерять возможность зарабатывать на транзите с газопровода Ямал-Европа. Но поставить под угрозу российские контракты с Европой, не уведомив и не согласовав это с Путиным, способен ли Лукашенко на это? Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментарии. Кроме того, через белорусско-польскую границу проходит 10% российского экспорта.
Можно изменить маршрут поставок, но это будет стоить дороже, что повлияет на разгон инфляции и в России, и в Беларуси, да еще и дефицит товаров, возимых через эту границу. Получается, проигравший тут только один – Лукашенко. И Путин ему дал это понять, призвав его к диалогу с оппозицией. Путину нужна Беларусь, но, скорее всего, уже не нужен Лукашенко. Европа тем более не будет признавать его легитимность, а польские солдаты не прекратят добросовестно защищать свои границы. А какие действия Лукашенко мы наблюдаем после звонка Меркель? Почти всех мигрантов увели от границы и поселили в логистическом центре. Часть мигрантов вернулась домой. Лукашенко делает все, чтобы границу не закрыли, потому что опять из-за его идеи наша страна попадает под санкции и может лишиться до 30% своего экспорта. Наверное, ему кто-то очень доходчиво объяснил последствия закрытия границ. Что он теперь и о беременных женщинах, и о детях среди мигрантов решил позаботиться и привить всех. Только вот проблема в том, что этот искусственно созданный миграционный кризис открыл новый коридор для мигрантов из всего мира через нашу страну. В Турции такие лагеря с мигрантами на границе существуют уже несколько лет. И поток мигрантов, несмотря на все попытки ЕС противостоять этому, не прекращается. То же самое будет и с нашей страной, если не введут жесткие санкции. А если введут санкции, пострадает экономика. Как говорится, оставь дурака, он и сам себя убьет. Только вот пока он будет себя медленно убивать, наша страна потеряет свое место на рынке. А восстановлением экономики будут заниматься еще наши внуки. К сожалению, с такими властями белорусскому населению совсем скоро самим понадобится гуманитарная помощь. И как скоро этот политический труп уйдет с политической арены Беларуси, зависит только от самих белорусов. На сегодня все. Спасибо, что смотрите наш канал. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это помогает нам продвигать наши видео и еще большим белорусам иметь доступ к чистой от пропаганды информации. До свидания.